21 июля Москва и Московская область оказались во власти сильнейшего ливня, вызванного активным циклоном. За несколько часов в регионе выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к масштабным подтоплениям улиц, метро, парковок и даже обрушению моста в Наро-Фоминском округе. Ливень начался еще в ночь на 21 июля и продолжался с переменной интенсивностью в течение дня. По данным Центра погоды ФОБОС, в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии выпало 30,8 мм осадков, на МКАД 32,5, в Коньково 39,4 и до 57,3 мм на Варшавском шоссе. По словам метеорологов, 21 июля войдет в историю как самый дождливый день с 1879 года. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности до 21 часа 21 июля, предупреждая о ливнях, грозах, граде и порывах ветра до 15 метров в секунду. Улицы столицы, включая Волоколамское шоссе, Ленинский проспект, улицы Садовническую и Новую Басманную, превратились в реки. На Варшавском шоссе вода достигала уровня колес автомобилей, несколько автомобилей получили гидроудар и встали на обочинах. Общественный транспорт, включая автобусы и троллейбусы, застревал в затопленных зонах. В центре Москвы движение было практически парализовано. Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям использовать метро. Но и само метро Москвы пострадало от сильных осадков. Станции Ясенево и Теплый стан Калужско-Рижской линии были частично затоплены. На одной из самых загруженных веток произошел сбой из-за отсутствия вентиляции в поездах. В Наро-Фоминском округе обрушился мост через реку Истя, соединяющий несколько населенных пунктов. Это нарушило сообщение между деревнями и создало угрозу изоляции. В торгово-развлекательном центре Павелецкая плаза обрушился потолок из-за скопления воды на крыше, что привело к эвакуации посетителей. Никто не пострадал, но инцидент вызвал панику. Подтоплены подземные переходы, парковки и подвалы жилых домов в районах Строгино, Коньково, Тушино и на Балчуге. Наблюдались подтопления и в аэропорту Шереметьево. Из-за непогоды по всему городу повалены десятки деревьев, в результате повреждены припаркованные автомобили. В некоторых районах зафиксированы перебои с электроснабжением. МЧС и коммунальные службы Москвы и Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий. Более 400 сотрудников и 40 единиц техники проводят откачку воды с улиц и метро. В Наро-Фоминске начаты работы по восстановлению моста. Ливень 21 июля стал серьезным испытанием для Москвы и Подмосковья, обнажив уязвимости инфраструктуры к экстремальным осадкам. Обрушение моста, подтопление метро, улиц и транспортный хаос подчеркивают необходимость срочной модернизации ливневых систем. Ремонт, готов подход. Кто бы мог подумать, что вон там плывет речной трамвайчик, а вот здесь плыву я. На 0,5 метра вода точно затопила. На 0,5 метра вода точно затопила. 1 метр 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 вода точно затопила. 1